Ты честный и добросовестный человек, который делает максимум из того, что может. На работе, в отношениях и вообще где бы то ни было. Но вот если чуть-чуть не доделаешь, даже если это там какой-то сущий пустяк, который никак не повлияет на ситуацию, внутренний голос начинает тебя изнутри ковырять, не давая тебе покоя. А вот ты не доделал. Это халтура. И он продолжает тебя ковырять и дальше. Даже если ты понимаешь, что если ты сделаешь еще чуть-чуть, тебе станет совсем плохо из-за нехватки сил. Так как же найти баланс между доскональным выполнением задач, отдыхом и сохранением собственного интереса? Разберемся в этом видео. Часть первая. Почему ты никогда не заслуживаешь отдыха в своей собственной голове? У многих людей выгорание начинается не с перегрузки. Оно начинается с внутреннего голоса, который никогда не бывает доволен. Причем самое неприятное, что со временем этот голос начинает восприниматься как собственные мысли. Человек просыпается утром, еще ничего не успел сделать, а внутри уже начинается проверка. А что мы так поздно встали? Почему вчера сделал так мало? Почему до сих пор не достиг того, что уже другие достигли? Что ты отдыхаешь, если есть незакрытые задачи? Со стороны кажется, что такой внутренний контроль помогает добиваться результатов. Ну, иногда действительно помогает. Но есть одна проблема. Любой начальник хотя бы иногда отпускает сотрудника домой. А этот голос никогда не отпускает. Он работает без выходных, без праздников и без больничных. Пока ты работаешь, он требует больше. Пока ты отдыхаешь, он обвиняет. Когда достигаешь цели, он напоминает, что можно было бы быстрее. В итоге человек живет в состоянии постоянной внутренней проверки. И рано или поздно начинает уставать не столько от дел, сколько от самого себя. Самое интересное, что этот внутренний критик практически всегда маскируется под ответственность. Он не говорит «я тебя сейчас уничтожу». Он говорит «я просто хочу, чтобы ты стал лучше». Он не говорит, что заставляет жить в напряжении. Он говорит «я мотивирую тебя развиваться». Но если прислушаться внимательнее, становится заметна одна вещь. У этого голоса нет конечной точки. Ему как бы невозможно угодить. Закончил проект, надо было быстрее. Деньги заработал, а надо было больше. Хорошо справился, мог бы справиться еще лучше. Отдохнул. Что-то, получается, ты расслабился? Не отдохнул, так получается, ты недостаточно эффективен. Проснулся 27 июня. Боромир проснулся бы 28-го. Получается довольно абсурдная ситуация. Что бы человек ни сделал, он все равно остается виноватым. Это как раз та причина, почему многие трудоголики не испытывают удовлетворения от результата. Они просто не успевают его почувствовать. Как только цель достигнута, внутренний критик переносит внимание уже на следующую проблему. В результате жизнь превращается в бесконечную гонку, где финишную черту постоянно отодвигают дальше, там каждый день на 5 метров еще отодвигают. Такой подход не делает человека сильнее. Как раз таки наоборот. Чем больше самобичевания, тем меньше энергии остается на дальнейшее развитие и, так сказать, действие. Потому что психика тратит огромное количество ресурсов на внутреннюю борьбу. Представьте человека, который целый день тащит тяжелый рюкзак. Даже если этот человек физически крепкий, он рано или поздно устанет. Внутренний критик работает примерно так же. Он постоянно создает дополнительную нагрузку. И если поначалу человек действительно может показать высокие результаты исключительно на напряжении, то потом начинается закономерный откат. Пропадает интерес, появляется раздражительность, возникает желание все бросить, и многие в этот момент делают неправильный вывод. Им кажется, что не обленились, хотя по факту просто невозможно годами жить под постоянным внутренним прессингом и не заплатить за это ресурсом. Выгорание — это не сигнал о том, что вы мало стараетесь. Это сигнал о том, что вы постоянно воюете сами с собой. Лайфхак от психолога. Попробуйте сделать следующее. В течение недели каждый вечер отвечайте себе на вопрос: что сегодня было достаточно хорошо? Не идеально, не максимально эффективно, не лучше, чем вчера. Просто достаточно хорошо. Например, я закрыл важную задачу. Я сходил на тренировку, хотя не хотелось. Я не закончил работу полностью, но я сделал половину. Я просто пережил тяжелый день и не развалился. Поначалу упражнение, разумеется, кажется кринжовым, потому что вы привыкли постоянно замечать только ошибки, недочеты и то, что еще предстоит сделать. Но проблема-то внутреннего критика в том, что он постоянно направляет внимание на нехватку, на то, чего не хватает, что не получилось и что можно было бы сделать лучше. Со временем мозг начинает воспринимать это как единственную реальность. Поэтому задача упражнения не поднять самооценку и не убедить себя, что все прекрасно. Задача максимально простая. Вернуть психике способность замечать не только минусы, но и плюсы. Через несколько недель многие отмечают следующую штуку. Внутренний критик никуда не исчезает, но перестает быть единственным голосом в голове. Я сейчас не про шизофрению. И, в общем, когда это происходит, появляется больше сил, больше спокойствия и намного меньше риска однажды проснуться с мыслью «я не могу». Это, кстати говоря, депрессия уже. Часть вторая. Как остановиться, когда дела еще не закончились?
Это, наверное, одна из самых сложных вещей для трудоголика. Закончить рабочий день, когда работа еще осталась. Потому что в этот момент включается как раз-таки тот самый внутренний голос. Ну давай еще немного. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас доделаешь и спокойно отдохнешь. Так вот, проблема в том, что вот это вот еще чуть-чуть, оно никогда не заканчивается. Появляется еще одна задача, потом еще одна, потом вспоминается что-то важное на завтра. Потом хочется кое-что перепроверить. В итоге проходит час, два, три, и человек снова ложится спать позже, чем планировал. Окей, поздно легли, но просыпается этот человек опять уставшим. И с каждым днем все более уставшим. Самое интересное, что мы часто обманываем себя одной мыслью. Вот закончу все дела, тогда и отдохну. Но в взрослой жизни вообще не знакомо такое понятие, как закончить все дела. Всегда останутся дела, письма, задачи, планы, обязательства и что-то, что можно сделать лучше. Поэтому, если ждать момента, когда список дел останется пустым, можно вообще никогда не дождаться. Заканчивать работу нужно не тогда, когда закончились дела. Заканчивать работу нужно тогда, когда закончился сегодняшний ресурс. Это звучит непривычно, потому что многие люди привыкли ориентироваться на список дел, а не внутреннее состояние. Опять же, представьте спортсмена, который продолжил тренировку после того, как его мышцы уже максимально измотаны и устали. Кажется, что это упорство, да? Но на практике очень часто оказывается травмой. С психикой работает тот же самый принцип. Когда концентрация падает, ошибки начинают множиться, а на простые действия уходит в 2 раза больше времени. И вот это не момент для героизма. Это сигнал, что батарейка практически села. Но многие продолжают на себя давить, не потому что это эффективно, а потому что страшно остановиться. Страшно почувствовать себя недостаточно ответственным. Страшно оставить что-то недоделанным. Страшно признать, что сил на сегодня больше нет. И вот здесь начинается самое дорогое перерабатывание. Когда человек работает уже не ради результата, а для того, чтобы заглушить тревогу. Но даже если человеку удается закрыть ноутбук, уйти отдыхать, тут появляется другая проблема. Чувство вины. Тело сидит дома, а голова продолжает переговоры сама с собой. Мог бы еще поработать, другие бы не остановились, вообще зря ты отдыхаешь, и в итоге отдых превращается в наказание. На самом деле, чувство вины не говорит в этот момент о том, что вы поступаете неправильно. Оно говорит о том, что вы нарушаете старую привычку. Если годами вы жили в состоянии постоянного напряжения, спокойствие начинает казаться подозрительным. Мозг просто не привык, что можно остановиться без какой-то суперуважительной причины. Но отдых не нужно заслуживать. Он нужен не после того, как вы стали идеальным сотрудником, там идеальным предпринимателем или идеальным человеком. Он нужен, потому что вы живой человек с ограниченным количеством энергии. Вау! Это что, получается, я не терминатор? И чем раньше получится принять эту мысль, тем меньше шансов однажды обнаружить, что вместе с работоспособностью исчез интерес к жизни. Лайфхак от психолога. Заранее определите для себя точку остановки. Не поработаю, пока не закончу, и не поработаю еще чуть-чуть, а конкретный критерий. Например, до 19:00, до выполнения 3 ключевых задач или до момента, когда концентрация начнет заметно падать. И когда этот момент наступит, постарайтесь сказать себе одну фразу. На сегодня я не закончил работу. Я закончил сегодняшний рабочий день. Разница кажется небольшой, но психологически она огромна. Потому что в первом случае остается ощущение провала и незавершенности. Во втором — ощущение, что процесс продолжается. Просто его следующая часть запланирована на завтра. Именно так думают люди, которые долго сохраняют ресурс. Они не пытаются победить все задачи за один день. Они оставляют силы на следующий. А это есть одна из главных привычек, которая защищает от выгорания. Часть 3. Страх, что все развалится без твоего постоянного контроля. Когда человек начинает учиться вовремя останавливаться, возникает другая проблема. Вроде бы понимаешь, что перерабатывать вредно, понимаешь, что нужен отдых, но внутри возникает тревожная мысль. А что, если все начнет копиться? Не ответишь на письмо, завтра их будет 10. Не сделаешь задачу сейчас, придется делать 2. Не ускоришься сегодня, через месяц окажется, что ты от собственного плана отстаешь. В голове начинает рисоваться довольно неприятная картина будущего, где ты сидишь в огромной куче дел и жалеешь, что когда-то сбавил темп. Именно поэтому многие люди возвращаются к старой схеме. Они снова начинают подгонять себя, работать на износ и держать все под постоянным контролем, потому что напряжение кажется меньшим злом, чем риск однажды столкнуться с последствием своего бездействия. В чем тут ловушка? Мы часто переоцениваем последствия отдыха и недооцениваем последствия истощения. Нам кажется, что если сегодня сделать на 20% меньше, то это приведет к серьезным проблемам в будущем. При этом мы не учитываем, что хроническая усталость сама по себе замедляет прогресс. Когда человек выгорел, он начинает дольше принимать решения, чаще ошибаться, хуже концентрироваться и откладывать даже простые задачи. Получается парадоксальная ситуация. Человек так сильно боится отстать,
что выбирает стратегию, которая постепенно делает его менее эффективным. Вот представьте, что вы разгоняете машину до предела, потому что боитесь опоздать. По МКАДу 300 км в час. Первое время вы действительно едете быстро, но потом начинаются поломки, вынужденные остановки и ремонт. В итоге, тот, кто ехал спокойно и стабильно, оказывается дальше. Тише едешь, дальше будешь. С работой происходит примерно то же самое. Долгосрочный прогресс редко строится на героических, так сказать, рывках. Намного чаще он строится на способности сохранять рабочее состояние месяцами и годами. Еще одна штучка есть, которая помогает многим людям выдохнуть. На самом деле, большинство задач не требует постоянного максимального напряжения. Просто тревога заставляет нас думать по-другому. Она убеждает, что любая задержка — это катастрофа, что любая ошибка — это критично, а любой день со сниженной эффективностью обязательно приведет к апокалипсису. Но, если честно посмотреть назад, станет понятно, что большинство задач решались постепенно. Многие задачи, которые когда-то казались важными и жизненно необходимыми, через месяц вообще переставали иметь какое-то значение. Некоторые вообще решались сами собой. Это не значит, что нужно все бросить и жить по принципу «будь что будет». Делай, что должно, и будь что будет. Между тотальным контролем и полным безразличием есть здоровая середина. Можно двигаться вперед без постоянной паники, потому что настоящий риск заключается не в том, что вы сегодня сделали чуть меньше. Настоящий риск заключается в том, что вы настолько себя загоните, что через какое-то время вообще потеряете возможность нормально двигаться вперед. Лайфхак от психолога. Когда появляется мысль, что если я сейчас остановлюсь, потом придется все это разгребать. Задайте себе вопрос. Я сейчас опираюсь на факты или на тревожный прогноз? Потому что тревога всегда рисует будущее в максимальном масштабе. Она не говорит, что, может быть, станет немного сложнее. Она сразу говорит, все накопится, ты не справишься, все, умрешь. Ты умрешь. Попробуйте мысленно уменьшить прогноз в 2 раза. Не все завалится, а часть задач перейдет на завтра. Очень часто именно в этот момент становится видно, что проблема не такая гигантская, как ее пытается представить внутренний тревожник. А значит, можно принять решение не из страха, а из здравого смысла. Часть 4. А вдруг я привыкну забивать и скатываться все дальше? Есть еще один страх, который возникает очень часто у тех людей, которые привыкли быть ответственными. Допустим, ты разрешил сегодня себе не делать что-то не очень важное. Вроде бы ничего страшного не произошло, да? Но возникает сразу другая мысль. Если сегодня я забил на мелочь, то, может быть, завтра я забью на что-нибудь посерьезнее? Потом еще на что-то, потом начну откладывать действительно важные вещи и постепенно превращусь в человека, которому будет, вообще все равно. По сути, человек боится не конкретного поступка. Он боится тенденции. Боится, что одно послабление станет началом деградации, что одна поблажка превратится в привычку. Поймите одну вещь. Ответственные люди очень редко становятся безответственными случайно. Обычно как раз-таки происходит наоборот. Человек настолько долго держит себя в ежовых рукавицах, что начинает бояться собственной свободы. Ему кажется, что без постоянного внутреннего давления он постепенно потеряет контроль над своей жизнью. Хотя опыт-то показывает совсем другое. Большинство трудоголиков и людей с синдромом отличника не страдают от недостатка дисциплины. Они страдают от ее избытка. Это как человек, который постоянно ездит со скоростью 200 км в час, вдруг начинает переживать, что если он немножко притормозит, то завтра он вообще перестанет ездить. Логики 0. Просто мозг привык связывать контроль с безопасностью. Поэтому любое ослабление контроля воспринимается как угроза. На самом деле, умение сказать «это не так важно» не разрушает систему ценностей. Наоборот, оно помогает ее выстроить. Потому что впервые появляется необходимость отличать действительно важное от просто срочного. Есть хороший критерий, который помогает разобраться в этом страхе. Когда человек начинает деградировать, ему становится все равно. Когда человек учится расставлять приоритеты, ему не все равно. Он просто начинает выбирать. Это принципиально разные моменты. В первом случае человек перестает нести ответственность. Во втором перестает нести ответственность абсолютно за все. Именно здесь проходит очень важная граница. Здоровый подход не означает, что нужно забивать на серьезные обстоятельства, работу, здоровье, отношения. Он означает, что не каждая задача заслуживает одинакового количества сил. Чем взрослее становится человек, тем меньше он пытается удержать все сразу. Он начинает выбирать, что действительно стоит его внимания. И это не потеря ответственности, это ее более зрелая форма. Заключение. Если коротко подвести итог всего того, о чем мы сейчас с вами говорили. Умение вовремя забить — это не про безответственность или лень, не про отсутствие целей и амбиций. Это умение вовремя себя остановить, когда внутренний двигатель начинает работать на износ. Проблема большинства трудоголиков заключается не в том, что они мало стараются, как раз таки наоборот. Они стараются настолько сильно, что со временем теряют грань между полезным усилием и саморазрушением. Они привыкают жить под постоянным внутренним давлением, привыкают считать усталость нормой, привыкают думать, что еще 1 час работы обязательно фатально скажется на будущем. Но в действительности все по-другому. Ресурс человека ограничен. Нравится вам или нет,
Поработал, нужно отдохнуть, потому что это техническое обслуживание нервной системы и организма. В противном случае вас ждет апатия, прокрастинация и даже состояние, в котором какое-то любимое дело начинает вызывать рвотный рефлекс. Поэтому главный навык взрослой жизни — это не научиться терпеть больше и не пытаться постоянно сделать невозможное. Главный навык взрослой жизни — это научиться поднажать там, где необходимо, и где необходимо отпустить. И далеко не каждая мысль в вашей голове, я вам открою интересную, так сказать, тайну, заслуживает того, чтобы вы ее перманентно слушались. И что занятно, после как раз-таки вот таких изменений люди становятся не менее эффективны, а наоборот, эффективность растет. И в конце концов, цель же не в том, чтобы однажды победить все дела. Такого дня, я вас уверяю, никогда не будет. Цель в том, чтобы через годы у вас все еще оставались силы и желание заниматься тем, что вас по-настоящему увлекает. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Заходите к нам на Twitch, мы там отдыхаем, балбесничаем. Подписывайтесь на Telegram, потому что там всякие анонсы, там есть стрим, нет стрима, про кота рассказывал недавно. Мир изменится, когда изменимся мы. Пока.